НАСА имеет столько денег, что могут купить себе всех гениев этой планеты, но при этом они не могут купить себе просто хорошего дизайнера. Люди, работая в космическом агентстве, не видят разницы между 1/4 и полушарием. Это не просто ошибка, это полная деградация HR-стандартов. Если бы я со своими 23 годами опыта принес бы подобную работу своему заказчику, я бы не получил ни цента, но получил бы жесткий хук по репутации. Здорово, people! В прошлом ролике я критиковал НАСА за ошибки, допущенные их астронавтами в лунной миссии Артемис-2. Но, правды ради, те фотографические ошибки были сделаны, можно сказать, в сложных условиях, вдали от Земли, в невесомости, в тесноте и, возможно, в других незнакомых мне условиях. Но то, что вы сейчас увидите, это просто пробивает дно непрофессионализма, особенно учитывая, чье имя красуется над этой публикацией. Ведь это не какая-то там желтая пресса, это не какая-то уважаемая газета и даже не всемирно известный медиагигант. Держитесь, а лучше сядьте, потому что это опубликовала сама НАСА. Лидер космической индустрии во всем мире выставил это позорное дилетантское фото обратной стороны Луны, в котором просто десятки несоответствий. Что самое удивительное, на момент публикации этого ролика эта корявая фотография все еще активна, и вы можете успеть увидеть это собственными глазами, пока они не удалили или не исправили эту ошибку, и я прикреплю ссылку в описании. Давайте разберемся, каким образом эта фотография смогла попасть на официальную ленту НАСА. Первое и самое важное, что нам нужно учитывать перед этим расследованием, так это то, что НАСА имеет столько денег, что может купить себе любого гения. Хотя нет, они могут купить себе всех гениев этой планеты, но при этом удивительно то, что они не могут купить себе просто хорошего дизайнера. Что мы сделаем вместе с вами прямо сейчас? Мы вместе зайдем на официальную страницу НАСА в Инстаграм, вместе найдем эту фотографию, рассмотрим все эти провальные изъяны, и я полагаю, многие из вас знают, что Инстаграм позволяет публиковать несколько частей одной фотографии бесшовными стыками. Что очень интересная функция, и особенно если вам мало места, и вы хотите показать больше разрешения в своих снимках, или хотите опубликовать широкую панораму за счет разделения ее на равномерные части в правильных соотношениях сторон, используя эту функцию бесшовная карусель, можно продемонстрировать своим зрителям снимок в высоком качестве, просто листая ее вправо-влево, нежели банально разместив ее на главном экране. Так как у меня есть опыт работы с этой, моей, кстати, очень любимой среднеформатной пленочной камерой Fuji GX617, где пленка просто гигантских размеров, 6 на 17 сантиметров. Я даже покажу вам, как выглядит эта красота. Вот посмотрите на этот размер. Вот моя рука, а вот размер одного кадра. Это один кадр. Больше, чем телефон, который мы держим в руках, смартфон. Так вот, когда я часто выставляю эти широкие снимки бесшовным стыком в Инстаграм, делается это очень легко. Практически то же самое, что и обрезать изображение, пару кликов и готово. Но давайте сейчас зайдем на страницу НАСА и пролистаем до этой фотографии. Итак, я беру телефон, включаю запись экрана, вы будете видеть, как я захожу на страницу НАСА, нахожу эту фотографию и увеличиваю ее, чтобы мы вместе это увидели. Итак, запись экрана. Открываю Инстаграм, ввожу в поиске НАСА, захожу на страницу НАСА. Вот здесь мы можем увидеть последние фотографии с миссии Артемида. Но мы это все листаем, потому что нам это сейчас не интересно. Здесь буквально несколько снимков, которые они просто дублируют очень много раз. Когда я впервые открыл эту фотографию, меня смущало что-то, и я долго в нее вглядывался, и мне показалось, что она не натуральная. И тогда я сделал скриншот. Ну, чтобы вы понимали, 2 миллиона 300 тысяч лайков, сердечек на нем стоит, 8 тысяч комментариев, 88 тысяч репостов и 102 тысячи человек поделились этой публикацией. Я не нашел, чтобы кто-либо увидел это. Удивительно, но до сих пор этот снимок активен. Так вот, я сделал скриншот, чтобы удостовериться, что мне не мерещатся эти несоответствия. Что сейчас мы с вами и сделаем. Делаем скриншот и увеличиваем. Вы только гляньте на это. Тональности отличаются. Но это только цветочки. Идем вверх. Одно несоответствие, второе, третье, 7-е, 8-е. Это что за позорище? Это что такое НАСА? Я уже предвкушаю, что сейчас набегут защитники НАСА, мол, что это я придираюсь, что все и так неплохо выглядит. Неплохо, да.
неплохо. Странное слово для НАСА. Неплохо — это не уровень НАСА. А назвать это чудо хорошим язык не поворачивается, не говоря уже о слове «отлично». Если бы я со своими 23 годами опыта принес бы подобную работу своему заказчику, я бы не получил ни цента, но получил бы жесткий хук по репутации. Но, видимо, для НАСА это не является проблемой, ведь она живет на налоги американцев, которые оплачивают эти дилетантские ошибки без права вернуть свои деньги обратно. С тем финансированием, что есть у этой уважаемой организации, это не просто позорно. Это расписка профессиональной непригодности. Не верите мне? Откройте американские сайты работодателей похожего уровня, крупнейших гигантов индустрии. Вы увидите, что от будущего работника они требуют чуть не ли богом быть, и то уметь, и это знать. Чего только не требуют. А потом, бац, у нас корявые фото криворукого дизайнера. Хотя стоп, я так говорю уверенно, что этот косяк рук дизайнера, но кто знает, чьих рук это дело. Может, снимок изначально плохо собран по кускам? Давайте-ка почитаем. Значит так, выставлено это в январе 2026 года. Давайте почитаем текст. Вы даже не представляете, сколько здесь неудач и ошибок, даже в самом тексте. Во-первых, судя по всему, дело не в плохом дизайнере, точнее, не только в нем, так как здесь говорится, что это склейка высокого разрешения. Я бы сказал, склейка позорных артефактов. Дальше они очень старательно объясняют нам, что нельзя говорить темная сторона Луны, как все это говорят, а надо говорить обратная сторона, ведь она освещается солнцем не меньше, чем знакомая нам лицевая сторона. Но факт остается фактом. Они запланировали миссию Артемида-2 таким образом, что по факту прилетят в кромешную тьму своего собственного псевдозатмения. И заметьте, это публикация января 2026 года. То есть, выставив обратную сторону Луны фотографию, они хвастаются, что они полетят на обратную сторону очень скоро и сделают снимки. И видите, как говорится, какая ирония судьбы, что они прилетят на темную фазу. Также они описывают эту фотографию ошибочно, где пишут, что на каждой из фотографий мы видим одно полушарие, а по факту мы видим четверть шара, и лишь 2 фотографии дают нам одно полушарие. На кого рассчитан этот текст? Если люди, работая в космическом агентстве, не понимают геометрию шара, не видят разницы между 1/4 и полушарием, это не просто ошибка, это полная деградация HR-стандартов. Глядя на эту кустарщину, в буквальном смысле этого слова, мне приходит в голову шутка. А может, это и есть реальная причина полета на Луну? Раз они не могут сшить один снимок, просто банально, из 2 частей, то решили полететь на Луну, чтобы сфотографировать ее одним кадром. Да вот незадача. Полетели на темную фазу и вернулись ни с чем. Это, конечно, шутка, но, как известно, в каждой шутке только доля шутки. Я, кстати, уже делал ролик о том полете в никуда, где подробно критиковал эту лунную миссию Артемида-2 в контексте фотографий и примененных астронавтами настроек во время съемки. Очень советую посмотреть. Ссылка будет в описании. Возвращаясь к обратной стороне Луны. Эта публикация висит на официальной странице НАСА месяцами. Один человек может ошибиться, но когда организация из 1000 сотрудников не замечает кривой шов на главном фото Луны, это коллективная безответственность. И это не дизайнера ошибка. Это ошибка контроля качества. Ведь в НАСА целая цепочка людей, которые должны были это утвердить. Если вы думаете, что эти фотографические ошибки никоим образом не влияют на все остальное, на их остальные более серьезные расчеты, то это глубокая ошибка. И вот почему. Я разбираюсь лишь в фотографии и умудряюсь находить их ошибки, но я не эксперт высшей математики, физики, астрономии. А что же тогда происходит у них в этих более важных сферах? А вот что. Просто введите ошибки НАСА за последние годы в Гугле, и вы ужаснетесь от количества примитивных ошибок, допущенных их учеными, в том числе с человеческими жертвами. Поэтому, господа комментаторы, не надо утверждать, что это лишь никому не нужное фото. Фотография в НАСА — это один из важнейших отделов. И эти детские ошибки непростительны, особенно и при их миллионных бюджетах. Вы вот можете задаться вопросом, немного ли берет на себя этот парень, критикуя столь уважаемую организацию, ведь их величайшие достижения уже записаны в историю человечества. А что сделал ты? Признаться, я стараюсь быть честным перед самим собой, и в доказательство этих слов я расскажу вам одну краткую историю. А выводы вы построите сами. Имею ли я на это право?
Осенью 2023 года в США произошло кольцеобразное солнечное затмение. Так происходит, когда Луна закрывает Солнце, но ее видимый угловой размер меньше диска Солнца, и получается, что Луна находится внутри солнечного диска, образуя кольцо солнечное. Так вот, я очень долго готовился, нашел идеальное место и добрался вглубь Америки. Мне удалось не просто заснять это величайшее астрономическое явление, а сделать это настолько точно, насколько это вообще возможно в земных условиях. Впоследствии, ради интереса, я просматривал фотографии многих знаменитых фотографов США, которые также снимали это затмение. Также я смотрел ленту Associated Press, и представляете, мне не удалось найти фото момента идеальной фазы, точного центра затмения по окружности. У всех оно было где-то рядом. Близко к цели, да, было, но идеально ровного по периметру солнечного кольца не было ни у кого. Чтобы снять такой кадр, нужно было найти точку с ясным небом, строго посередине тени, которую Луна отбрасывала на Землю. И я смог найти это место. Это был город Корпус-Кристи, штат Техас, набережная возле старого военного авианосца. В этой точке не было ни одного другого фотографа. Я не нашел никого, кто сделал бы подобное ни тогда, ни впоследствии. После этого опыта мне приходила в голову мысль, неужели я снял лучше, чем НАСА? Ведь официальные кадры НАСА, те, что с Земли, были сделаны не в идеальном центре тени. Кстати, их официальное мероприятие также не проходило в центре тени, что было очень удивительным. Тогда я мог делиться подобными мыслями только с друзьями, не до конца веря, что подобное возможно, ведь НАСА — это боги, думал я. Но сейчас, когда я вижу, что в НАСА астронавты выставляют неправильную экспозицию, когда я вижу, что цвета их фотографий гуляют в одних и тех же точках с автобалансом белого, когда я вижу, что они допускают блики сквозь иллюминаторы, заметьте, оптического качества, которые стоят сотни тысяч долларов, если не миллионы, когда их дизайнеры не могут просто разделить снимок на две идеальные части, чтобы загрузить в Инстаграм, а их спичрайтеры не видят разницы между одной четвертью шара и полушарием. Я уже не боюсь сказать, что моя фотография снята лучше, чем у НАСА. Кстати, эта фотография сейчас у меня на обложке моего сайта, и один мой товарищ в шутливой форме назвал ее «кругом Каримова» по аналогии с квадратом Малевича. Я считаю этот снимок самым точным из всех, что я когда-либо делал. Прошло уже почти 3 года, но каждый раз, глядя на этот снимок, у меня создается впечатление, что это просто безупречный рисунок. Но нет, это документальная фотография Луны и Солнца. Я нигде не выставлял ее в оригинальном разрешении, как и все остальные свои снимки, в котором, кстати, действительно виден рельеф лунных кратеров, подсвечиваемых Солнцем. Если интересно, напишите в комментариях, я с удовольствием расскажу полную историю этого снимка, найду все фото и видео с той поездки и воссоздам полную историю этого очень фотогеничного события. НАСА, а к вам у меня вот какое предложение. Давайте я проведу мастер-класс по склейке панорам и научу вас пользоваться Инстаграмом бесплатно, просто ради вашего престижа. Не стесняйтесь, пишите. Итак, в следующем ролике я предлагаю раскрыть одну из 2 кардинально разных тем на выбор, на ваш выбор. Критика лучших фотографий 2025 года по версии World Press Photo, либо продолжаем про нашу романтичную Луну и Солнце, и тогда я предлагаю начать с первого солнечного затмения в 2017 году. Голосуем в комментариях, что больше наберет, то и сделаем. Любите планету, любите людей, и до встречи в следующем ролике.